там подтянулись? А ну-ка скажите, меня там хорошо слышно, видно? Ну, в смысле, что я в машине и трансляция, ну-ка, чуть-чуть, похоже, я себе голову тут отколошматил, надо немножко, как бы, мою говорящую голову приподнять, ну, хотя бы где-то вот в таком районе. Вот, так. Хочу с вами поделиться большой радостью. У нас новые документы появились в Аргентине. Кто не знает, а то еще подумает, что это с другой страны, и не будут знать, и, соответственно, народ не будет понимать, о чем идет речь. Ну, что там, которые меня видят, хоть слышно или не слышно? Так, все, наверное, на морях сидят, что-то никого вообще нету. Ну, ничего, в записи посмотрят, если никого нету. Итак, смотрите, я даже специально напечатал себе бумаженцы, чтобы было понятно, о чем идет речь. А, наверное, тут наоборот показывает. У нас в Аргентине новые ДНИ ввели. Вчера была презентация, так что хочу поделиться первым. Вчера вручили первые эти ДНИ, наш президент вручил это в правительственном доме, эти первые ДНИ. И теперь Аргентина превратилась в первую страну в Латинской Америке, которая вот добилась таких успехов. У нас теперь в официальных документах будет 3 секса. Ну, в смысле не этих, а, ну как, будет, знаете, есть мужчина, есть женщина, да? А теперь у нас в официальных документах будет в этой графе и 3-я штучка. А ну-ка попробуйте отгадать, что там будет написано и как он будет обозначаться. Вот. Значит, там будет буква X стоять. Ну, по-русски это буква Х. Да, вы понимаете, что такое X на английском или буква Х по-русски. Так как у нас на русском ведется трансляция, я объясню, что, допустим, будет стоять, ты получаешь документ ДНИ аргентинский, там будет стоять, допустим, если ты мужчина, будет стоять мужчина. Если ты женщина, будет буква Ж, женщина. И если ты не знаешь, кто ты есть, то там будет стоять буква Х, типа хрен знает кто. Вот. И вчера, наконец-то, президент сказал, что наш вождь сказал, что мы добились успехов. И вот. И сейчас еще расскажу вам немножко, как это звучит по-испански, потому что это прикольно. Тут, конечно, двояко читаются слова, наподобие. У нас называется слово «todos», это типа «все», да? Вот у нас, допустим, наша правящая партия, она называется «Frente de Todos», то есть мы впереди всех. Ну, то есть, я не знаю, то ли они бегут впереди всех, то ли они стоят впереди всех на первом рубеже, знаете, там все стоят сзади, а вот это, а они стоят впереди. Вот. Так что у нас, но дело в том, что в русском языке слово «все» так сильно не склоняется, как у нас склоняется. Допустим, «todos» с буквой «о». Соответственно, это считается, что все мужчины, то есть «todos». А есть еще у нас «todas», то есть там буква «а». Это имеется в виду все женщины. То есть, ну, знаете, как бывают такие вот как бы все женщины, все мужчины. Хотя «todos» как бы все обозначает. А теперь у нас еще придумали, что у нас есть «todes». То есть вот эти, которые с буквой «х» будут в ДНИ. Это те, как нам объяснили, это не то, что там какой-то травести, там, который переделался из мужчины в женщину. О, привет! Так, наверное, меня все-таки слышно, раз. Правда, никто не пишет, слышно или нет. Так, значит, это не то, что кто-то был мужчиной, родился и почувствовал себя женщиной, переделался, и ему там изменили пол. Нет, это как тут написали. Вот, el presidente lanzó una programa para garantizar derecho a la identidad de género a las personas que no se автоперсигuen ни феминиnas, ни маскулиnas. То есть, открыли у нас программу, которая, ну вот, по выдаче документов для людей, которые себя не чувствуют ни женщиной, ни мужчиной. Поняли? То есть это не переделанные женщины в мужчин и не переделанные мужчины в женщин, это которые не чувствуют себя ни тем, ни другим. То есть буква Х. Хрен на кто.
И теперь им будет это официально выдаваться ДНИ. ДНИ это наш внутренний документ. Говорят, вроде паспорта тоже. И это ДНИ даже будет являться официальным документом для того, чтобы путешествовать по соседним странам, по Меркосуру. Вот. Тут был целый акт здоровый, все тут описано. Вот. И сказал, сейчас. И наш вождь сказал, я буду так говорить, в Меркулес. То есть вчера это все было у нас, так что я вам все по свежим следам рассказываю, что Isso imperdonable que es discriminar, ocultar y ponerle a costado para que nadie lo vea. Что типа наш, ну вообще мир делает непростительные вещи, которые заставляют таких людей скрываться и не давать им развиваться и достигать этих фелисидада, то есть счастья. Вот. Так что он теперь все, что теперь мы, говорит, будем стремиться к тому, что вот он сказал, что смотрите, en otro tramo наш вождь сказал, hay miles de todos, de modos de amar, ser amado y ser felices, y celebró que cada uno se encuentra felicidad a su modo. То есть он сказал, что есть тысячи способов любить, быть любимым и быть счастливым. И каждый находит свой способ, чтобы быть счастливым. Соответственно, мы просто всех осчастливили с нынешнего момента. Вот. А что больше всего меня, это я прямо подчеркнул, что больше всего меня просто поразило, это просто прикольно. Вот. Тут, это я просто перепечатал с газеты статью, чтобы ну, не забывать, не сбываться с мыслями. Вот. Наш вождь сказал, al Estado no debería importar el sexo de sus ciudadanos. Вот. Aumentó el mandatario y afirmó que el ideal se alcanzará cuando todos seamos todos. В общем, что правительству по барабану типа должно быть сексо, принадлежность до какой, ну типа женщина или мужчина живет в их стране. Они все должны, мы все должны стремиться к тому, чтобы наша страна была тодес. То есть мы должны вот эти экисы быть. По барабану должно быть всем. И тогда мы зробим impossible, типа мы зробим этот невозможный. Мы достигнем невозможных высот, когда все станем вот этими, которые тодесы. Так я вот и думаю, может им партию поменять, может они Frente de Todos, может им поменять, типа, что они напротив Todes, а не Todos. Вот. Одним словом, это все, это пипец. И там уже первые ДНИ вчера выдали, уже всех поздравили с этим счастьем, мы теперь все счастливые, мы теперь будем стремиться стать все на букву Х, чтобы было равноправие. Мы теперь первые в Латинской Америке страна de todos. Вот. И, соответственно, у меня начали возникать мысли. Теперь, если приходит в ресторан todos по документу, то в какой туалет он пойдет? Женский или мужской? Ему же по барабану, он же todos. То есть он же не тот и не тот. Значит, он, наверное, или надо теперь строить третий туалет. То есть переделанных я понимаю. Они, конечно, ну как бы могут, ну куда переделался, туда потом пошел. Ну как же по-иначе. Ну или может там есть какие-то свои примочки, где они там, ну не знаю, как-то выбирают это все по-другому. Вот. Но тодес, он же не тот, не тот. Вот в чем прикол. То есть буква X будет ставиться тем, которые не могут себя понять. Они вот женщина или они вот мужчина. То есть не то, что он там почувствовал себя потом женщина, или она почувствовала себя потом мужчиной. Нет, это которые не знают, кто они. Это как одна тут активистка есть такая знаменитая по всему миру, которая кричит, что наше поколение типа изменит мир, наше поколение спасет мир. Она там бегает везде по всяким этим собраниям крутым. Ее не знаю, кто ее там пиарит, но и все время орет. А я вот думаю, ваше поколение не может, блин, определиться даже, кто вы есть, мужчина или женщина.
А с другой стороны, я вчера смотрел кино. Перед сном я всегда люблю киношку какую-то посмотреть, чтобы заснуть. Ну и в основном я смотрю про космос. Там вообще просто круто, когда рассказывают, что там за 100 миллионов световых лет, там, или кто там когда взорвался. А вчера я решил посмотреть про Землю. То есть про Землю, ну, куда досверлились. Там Кольская сверхглубокая там сверлилась, что они там доставали, и другие шахты. То есть, ну, что, куда больше всего досверлились, и что больше всего достали. Так вот, там затрагивался тот вопрос, что население Земли очень перенаселяется. То есть мы сильно начинаем перенаселяться. То есть получается так, что, говорит, до первого, ну, от 1 миллиарда населения Земли до 2 миллиардов шло, допустим, 187 лет. Прошло, как поднялось. А вот от 2 до 3 прошло только 5 лет. И так далее. И посчитали, что если будет там уж 13 миллиардов у нас, то это будет, в принципе, катастрофически много, потому что будет нехватка воды, будет нехватка питания, и 5 и 10. То есть и так уже в многих странах, там Африки, там-сям уже, ну, это вот ощущается. Ну, я уже не говорю там, как климат меняется, это 10. Но именно будет нехватка. И вот я думаю, а не начинает ли нас вот этим всем делом хорошо подводить к этому? То есть как, вот вы же знаете, да, допустим, ну, всякие вирусы там выдумывать, еще что-нибудь, ну, выдумать, не выдумать, я не в том плане, в смысле, что Земля по-своему борется с перенаселением, ну, а правительство, наверное, по-своему. Китай когда-то, не знаю, как сейчас, но вот до недавнего времени ограничивал рождение, там, допустим, 2-го ребенка в семье, то есть штрафы за это надо было платить. А теперь развивают вот всяких тодысов, потому что, ну как, вот 2 хомячка, они же тоже могут получать удовольствие, правильно? Тут же написано, что каждый получает удовольствие на свою манеру. Значит, 2 хомячка тоже получают на свою манеру удовольствие, но от них потом такие же хомячки уже не рождаются. Так что я думаю, вот если все эти тодысы, от них тоже потом тодысы-то в конечном итоге когда они помрут, уже же не останутся. Так что, может, это просто немножко такая зачистка как бы происходит, как бы своеобразная. Но одним словом, мы теперь гордые по всем параметрам. Вот. Написано, что номенклатура X, это Х буква, en el campo sexo, то есть в этом самом, в ДНИ, в документе, в разделе, где указан ваша вот это, не хочу же называть это слово, принадлежность, как говорят, генетическая, будет установлена для personas no binarias, indeterminada, no especializada, indefinida. То есть для тех, кто не смог определиться, кто не знает, кто он, кто не может вообще врубаться, кто он есть на самом деле. И, соответственно, для них будет установлен у нас в ДНИ X. Так что вы теперь все знаете. Кто не знает, кто он есть, можете ехать спокойно в Аргентину, получить официальный документ и будете ходить с буквой Х. Вот. И вас будут, как говорят, признавать везде с официальным документом. Вы получите, по нашим написано, что мы все стремимся стать буквой Х. И тогда это будет, ну, просто мы сделаем невозможно, ну, в смысле, достигнем невозможных границ с буквой Х. Вот только теперь меня волнует. И даже доктор, тот, которому вчера первый получил, он доктор, он в этих обществах там заслуженный человек. И он получил это первое ДНИ, наш документ из рук нашего вождя. Вот, он сказал, что ему по барабану, кто он типа есть, вы когда меня будете кем-то называть, то никогда теперь больше не ошибетесь, то есть можете говорить, что я мужчина, можете говорить, что я женщина, можете говорить, что я никто, вы не ошибетесь, так что вам станет удобно. И мне, кажется, вот, допустим, принимая я там мужчину, обсуждаю с ним какие-то мужские вопросы, он на меня может вот так вот смотреть, ему удобно с доктором так разговаривать. А если там пришел какой-нибудь травести, кажется, и он будет, может, ему удобнее с таким другим тоже разговаривать. Так что это, да, для меня, говорит, более важно это вот обслужить правильно пациентов, чем то, как они меня будут называть. Ну, наверное, в этом что-то есть. Наверное, в этом что-то есть, ребятки. Так что все. Хотел просто похвастаться, не мог сдержаться, чтобы не проявить, как говорят, не стать первым, кто откроет вам эти истины. Так как это только вчера пошло, только вчера начали раздавать,
У нас еще есть интересные вопросы, которые придумало наше правительство, но пока мы умолчим, потому что YouTube просто не допустит такого. Ну, я же не виноват, и не я же его придумаю, я просто рассказываю новости. Но, а YouTube обидится на меня, вместо того, чтобы обижаться на тех, кто новости издает. Вот. Здравствуйте, хорошо слышно. О, спасибо, я уже начал на ваш чат, так что давайте срочно туда пишите все, что вы на эту тему думаете, и нет ли у вас, и вообще, как мы решим с этим. Вот какую баню надо пойти Тодесом. Ну вот собрались мужики в баню, а ты же не можешь дискриминировать человека, который просто не знает, кто он такой. В принципе, в этом есть прикол. А не сходить бы типа в женскую баньку, не попариться ли там. Так. О, Лара выступила, охренеть. Ну, правильно, то есть охренеть, это хорошо. Ну, вот я же говорю, я даже вот прямо сегодня понял, что эта буква Х, к чему она обозначает. Я говорю, я даже не поленился, смотрите. Я вчера статью перепечатал по-быстренькому, так сказать, чтобы вот себе же, тут это уже статья выделяла тоже всякие эти, а это я подчеркивал, чтобы не забыть вам сказать, куда мы стремимся, чего мы идем. Сегодня там начинается это обсуждение, так как вчера только случилось, это случилось в присутствии, так сказать, это выдавал вождь первые такие документы ДНИ, в присутствии других министров, вот, министра Элизабет Гомес Алькорта, министра Mujeres, Géneros y Diversidad, то есть она заведует министерством женщин, генетических каких-то этих самых генерос, ну типа вот как бы мужчина, женщина и диверсидад, и всех типа всяких. Ну, есть у нас такое министерство, непонятно, что оно делает, ну, в общем, женщины потом всякие, и еще там, в общем, новый словечко, как говорят. Так что все. И сказали, что теперь наконец-то станет счастливым, и, ну, в общем, семья президента тоже станет счастливой, бо у него там тоже вечно какие-то терки с этими делами, с именами происходят. Теперь всех осчастливили. Вот нерешенные вопросы с туалетами, с банями остались и всякими другими штучками. Тому що тепер Тодеси можуть, і тим більше, якщо ми стремимося всі к Тодесам. Тоді сказали, що це взагалі стане ідеально, якщо ми всі станемо крутизною. Блин, теперь меня эта мысль просто не покидает. Вот. Не вздумайте, я никого, если вы заметили, я даже вот не матюгался, я никого не обзывал, я ничего, я просто констатировал новость, чтобы потом не жаловались. Это вообще не я придумал, я просто рассказываю новости. Вот. Некоторые новости я не могу рассказывать. Вот я только одного не пойму. Издавать они такие новости могут, а рассказывать я не могу. Кошмар. Так, в Украине есть только мужики и женщина в документах. Ребятки, скоро все пойдет как пойдет. Скоро все будет и в Украине, там Европа, намекнет и Украина примет. У нас тоже до сих пор было только мужик и женщина. У нас было, что женщина может пожениться с женщиной, выйти замуж там за женщину. У нас было, что мужчина может с мужчиной побыть. Жаль, только у нас почему-то до сих пор не вводят многоженство. Вот, вот меня это больше бы прикололо, если бы можно было еще и многоженство ввести. Потому что, смотрите, у нас можно мужчина с женщиной официальный брак заключить, у нас можно заключить женщина с женщиной официальный брак, у нас можно заключить мужчина с мужчиной официальный брак. У нас появились теперь Тодесы в официальных документах. А почему нельзя, это вообще кучкой такой еще пожить? Ну, в смысле, официально я имею в виду, пойти какой-то кучкой, там, допустим, 3 мужичка, 3 женщины, там, или наоборот, там, 2 мужичка, 4 женщины, заключили себе тоже брак. Ну, что, ну, вот чем отличается, скажите честно? Или 1 мужичок и 3 женщины, смотря у кого сколько здоровья, там, и денежно-финансовое состояние. Но, в принципе, то я не вижу в этом ничего такого. Тем более тут сказано, это же не я, это же слова вождя, Он сказал, что мы все должны стремиться, и нам должно быть no импорта, то есть нам должно быть по барабану, якому, типа, сексу мы принадлежим. Когда мы все поймем, что мы все Тодесы, то мы сделаем идеальное общество. Так а чего тогда надо, нельзя, чтобы несколько Тодесов было до кучи?
Я считаю, что у нас есть еще куда работать. Я бы вот уже даже думаю, блин, ну вот свободные люди в свободной стране, почему мы должны себя ограничивать? Почему только в некоторых странах разрешено многоженство, а нам надо многоженство, много мужчинства и много-много просто всего до кучи. Чтобы ты вот, если хреновая экономика или хреновая там еще что-нибудь, там денег нет, так хоть веселье то есть. Тут написано, что каждый ищет счастье, то есть фелисидат, по-своему. И есть тысячи, говорит, способов для достижения счастья. Так что я вам назвал как минимум еще способов 5-6, которые тоже принесут вам счастье. Надо будет подсказать вот этой, которая у нас заведует вот этим вот министерством, которое определенными женщинами, мужчинами и неопределенными. Надо вот подсказать, что туда еще можно пару закончиков прикинуть. Было бы вообще круто. Я только за. Мне не мешает. Мне, я же говорю, это, по-моему, просто, чтобы немножко меньше стало, чтобы все-таки воды и корма хватало всем. Так, в Америке женщина подала в суд после того, как в сауну, где она отдыхала с малолетней дочерью, зашел мужик, а он просто сказал, что чувствует себя женщиной. Куда мир катится. Да, я читал про это. Да, и он почувствовал себя женщиной, и видите, его ж пустили в эту, ну, в смысле, в сауну в эту пустили, то есть сама администрация пустила, она не хотела с ним связываться. А потом уже женщина подала в суд. А вот у нас она бы фиг подала в суд, потому что он бы показал бумажку, что он тодес по документу. А им, наверное, теперь открыто во все стороны, потому что он же не он, не она. Вот в чем прикол. Если есть переделанные виртуальные люди, которые там, они вот как бы родился тем, но чувствует он себя другим. Он пошел, сделал себе операцию, и он ходит другой. Вот. Ну так вот у него в документе есть, кто он, типа, блин, был он женщиной, стал мужчиной, то есть удлинил себе чего-нибудь. И, соответственно, у него в документе, что он мужчина отныне. У нас тоже до этого так было, у нас были эти мужики, которые в театре работали, они попеределывали женщины, получили документы женщины. Но они получили документы женщины, вот в чем прикол. А те получат документы мужчины. Так что, соответственно, если он стал женщиной, он теперь должен ходить уже в женскую. Понятно. Теперь мужики, наоборот, ее должны выталкивать со своего туалета, даже если он не совсем переделанный. Но он женщина, пускай идет туда, где женщины. Все, чао. А вот у нас есть экис. Такая буковка, знаете, такая буква Х. Вот. Теперь. А вот это для тех, кто не знает, кто не определился, кто он есть. Так что он и тот одновременно. Или никто. Вот так вот. Ну, в общем, у нас есть чем гордиться. Так. Так. Тут про вакцины нам пишут: всемирное уничтожение населения во всем мире через прививки. Человек сам подписывает добровольное соглашение на экспериментальную вакцину. Смотрите, я привился, еще не уничтожен. А вот можно подумать по-другому. А может наоборот. Кто не привьется и все уничтожатся. Вот как. Давайте подумаем на эту тему. Кого больше умерло, привитых или не привитых от ковида? Вот у нас, к примеру, умерло 100 тысяч непривитых от ковида. А привитых почему-то 100 тысяч не умерло. Так что, может, и вы и правы, что идет всемирное уничтожение. Допустим, Земля там прикинула, ага, я их вирусом вытравлю. Кинула нам вирус, ну или китайцы, или Земля, кто там придумал, или ледники растаяли, и там оттуда какие-то вирусы повыскакивали, растаявших всяких наших Антарктид. И в воду попали, и мы заразились. То есть никто не знает, куда он попал. Вот, к примеру, он появился. И природа хочет действительно трохи уничтожить, потяжело ей на земле носить столько народу. Так а чем вы считаете, что это именно прививки хотят уничтожить? Может, наоборот, земля хочет уничтожить, и все, кто не привился, просто уничтожатся. Возьмут, да и помрут себе. Всякое же может быть. А то я же уже когда-то говорил, что все мы разбираемся хорошо в прививках, но не разбираемся даже в докторской колбасе или какой там, которая в магазине гастрономии продается. Не знаем, чем отличается и что там в них состоит. Так можно и через колбасу. Зачем нам прививки? Можно просто в колбасу добавлять. Пошли в гастроном накупили и привились.
Так что... Так, привет с Казахстана, привет. Вот. Ирина полностью с вами согласна, но люди очередями стоят на вакцинацию. И у нас очередями стоят на вакцинацию. У нас тоже очередями стоят на вакцинацию. И сейчас вот уже с каких там, с 18 или со скольки, вчера, по-моему, или позавчера разрешили. И тоже начали очереди записываться на вакцинацию. И молодежь, и все. И потому что у нас по данным этим, которые официальные, у нас уже в Аргентине, это трагедия, конечно, 100 тысяч человек умерло. И вот как раз не вакцинированных. Так что, да, земля очищается. Так как и вот этих от хомячков всяких и все такое. Ну что же так произойдет, а как? Что, ну реально, давайте будем здравомыслить. Если, так сказать, два хомячка живут парой, это же все хорошо, они имеют счастье, они имеют удовольствие, они все имеют нормально, но потомство-то они не оставят, значит, будут потихоньку, как бы, их вид уничтожаться, наоборот, получается. Потому что те, кто мужчина и женщина оставят потомство, то их вид будет дальше жить, а те, кто нет, то те же не будут дальше жить. Соответственно, пройдет вот этот определенный период, да и все. Так что тут еще надо смотреть, то ли прививка уничтожает всех, то ли наоборот, беспрививочники уничтожаются. Это ж по-разному может быть. Так. Это все очень странно и смешно. Лучше бы они экономикой занимались и с бедной боролись, с этой херней страдать. Нет, это вот как раз очень интересно звучит. Ну а что, ну надо же хоть что-то, знаете, как говорят, кто что умеет, тот то и делает. Если бы они умели экономикой заниматься и бедностью, ну так они бы ей занимались. Но если ты не умеешь, то надо хоть чем-то заниматься. Где ты лучший, там ты и продвигаешься. Значит, у них так получается. Вот. Это прикольно. Я же говорю, жаль, я еще одну тему рассказать не могу. Ну, если хотите, в газетах новости аргентинские почитайте, их там не поблокировали. Так. Инь-янь и оно. Во, инь-янь и оно. И что самое интересное, даже буковку придумали. Зато теперь можно замуж выйти, потом развестись и жениться. Ну да, вот, я же в этом. Вот именно же в этом и есть весь прикол. Я же говорю, можно выйти замуж и можно жениться одновременно. Ребятки, ну вы, блин, вот не догоняете, честное слово. Тут есть куча возможностей открывается. И, как сказали, что идеальное общество будет тогда, когда мы все будем тодесами. Так что прикидывайте, мы все вот скоро в Аргентине, к примеру, станем тодесами. То есть мы все получим вот это вот. Вот пойду я и скажу, блин, да я не понимаю, кто я такой. Дайте мне другое ДНИ. В следующий раз пойду возьму другое ДНИ. Поставлю себе туда экис. Хоть женюсь, хоть замуж выхожу. Что хочу, то и делаю. Вот прикольно. Вот, и главное, что жить можно с кем хочешь, потому что, в принципе, он вообще не знает, кто он есть. А документ официальный имеет. А если официальный документ имеет, написано можно тут паравиахар, то есть это валидо паравиахар. Паравиахар это для путешествий, то есть годится для путешествий. Пока что в начале тут как бы вот по Меркосуру и Estados Asociados до Меркосура, то есть пока они совсем еще не договорились, наверное, может Европа и не пустит пока нашего Тодеса, или там какая-нибудь Америка, но вот Меркосур они уже тут договорились. Меркосур это организация латиноамериканских стран, которая, ну не все входят, но основная масса входит. И у нас ДНИ аргентинское, оно является меркосуровское. То есть ты по нему можешь без паспорта там ездить вот по странам соседним наподобие там Уругвай, там Чили, Бразилия, другие там страны, ну в общем много. И вот по ним ездят по внутренним документам. Так вот теперь, ну типа этот внутренний документ аргентинский новый будет признаваться для того, чтобы путешествовать спокойно. То есть наши понимают все, вот допустим бразильеры все поймут, что, к примеру, к ним приехал Тодес, который просто не понимает, чего оно есть. И пустят его, то есть у него проблем с этим не будет. Не знаю насчет, вот допустим, там Украина, Россия, если к ним прилетит и скажет, что он не знает кто, то пустят его или нет. Ну, наверное, пустят они что, они же не какие-то эти, которые оскорбляют других людей. Так что, наверное, скоро все пустят. Ну, пока так.
Пока так. Написано, что уже есть такие паспорта еще у стран, сейчас скажу, каких тут написано где-то было. Так, у Канады, в Австралии, ну и в Зеландии. Только там не так. Там они немного не договаривают. Это, там есть тоже третья строка, но она не так, как у нас, что типа тот, который не понимает, кто он есть. Там надо сначала чуть ли не через суд и все доказать, что ты типа сменил пол. Вот там какая. А не к тому, что ты вообще беспольный. Ну, типа, или как это сказать? Бесполовой, беспольный. Ну, в общем, тот, который не знает, кто он. То есть, тут они чуть-чуть привирают. Там есть паспорта в этих 3 странах, но они трохи другие. Там имеется в виду о смене пола, а не о том, что ты вообще без никакого. Тут прямо инопланетяне какие-то получаются. Вот. Так что есть, оказывается, люди, которые не знают, кто они есть. Но они потом везде на всех встречах рассказывают, что они мир изменят. Вот это да. Так, а это правда, что у вашего президента син Тодес? Да, правда. И наконец-то вчера я просто не хотел, переходить на личности. Но вчера вот тоже написали, что теперь наконец-то он может взять новый документ и решить и стать счастливым и не мучиться особо больше. А то до этого он как бы тоже не сильно понимал, кто он есть. То он Таня, то он Славик. Вот. Так что, а теперь он получит тоже документ и осчастливит родителя. Но вот это уже немного, личностное. Я не хотел переходить конкретно на определенного ребенка, там, на определенного папу, маму. Вот. Так что, нам придумали, чтобы у меня была такая возможность не переходить, нам сказали, что все мы должны к этому стремиться. Вот. И теперь это официальный документ Аргентины. Вот так. Так что мы теперь говорим о себе прежде всего. Я теперь тоже могу, если захочу, пойти и все сказать. Я Тодес. Чао. Гуляйте лесом. Будет вам интересно смотреть, если я буду продолжать канал и буду Тодесом. Блин, прикалываться буду. Ой. Вот это красота. Это закон об однополых браках. Брехня, это не закон об однополых парах. Закон об однополых браках у нас давно существовал, у нас давно разрешены уже много лет однополые браки. У нас давно уже поженились женщины, мужчины, и это у нас давно было разрешено. Это закон о принадлежности к определенному полу. К браку никакого отношения не имеет. Однополые браки в Аргентине разрешены уже много лет. Еще когда-то было. Кристина Кирчнер была президентом еще. То есть сейчас 6. Уже лет 10, как однополые браки разрешены в Аргентине официально. И все. Их тоже поздравляла наша президентша. Она это разрешила, Кристина Кирчнер. Она там женщинам вручала, как говорят, свидетельство о браке, 5-е и 10-е. Так что, а это другое, это о том, что теперь у нас будет документ у тех людей, которые сами не понимают, кто они есть. То есть он и не то, и не то. Он просто не знает, кто он. Вот. Или он не может себя, написано, или, но спецификада, то есть, или индефинида. То есть он не может определиться, вот определиться индефинида, то есть он не может определиться, кто он есть. Или он не принадлежит к 2 полам, считает, что он принадлежит 2 полам, и он не может, как говорят, то ли он вообще считает себя бесполым, то есть он, такой гражданин вселенной, знаете, там вот, я гражданин вселенной, есть же, я считаю себя гражданином мира, гражданином земли, а он гражданин вселенной. Так что нет, это к бракам никакого отношения не имеет, это имеет гендерной принадлежности, то есть к кому ты принадлежишь, к мужчине, к женщине, или к тому ты принадлежишь, или вообще ты никому не принадлежишь, или ты просто не знаешь, кому ты принадлежишь. Вот это я выразился правильно. Это то, что указано, как говорят, в постановлении правительства. Вот это для этих новых, то есть наш официальный документ будет иметь такую графу. Если нельзя заводить официально много женщин, то это ущемляет права людей и не дает им счастья. Вот я ж про это и говорю. Сам же вождь сказал, есть 1000 способов достичь счастья.
И надо к этому стремиться. Вот. И он сказал, что мы и так, как общество, очень много, ну, как бы уже допустили ошибок, загоняя этих людей в угол, не давая им выразиться, не давая им быть счастливым. Я думаю, может, он наконец-то поймет, что если мы не можем иметь много женщин, так мы тоже несчастные, блин. Может, он нас тоже загоняет в угол, может, он разрешит нам еще и еще больше всего. Так, как жаль, Леонид, что так думаете о вакцинах. Тут осуждается оно и тоже так раз. Ну, слушайте, все мы люди, все мы можем думать по-разному. Кто-то думает так, кто-то думает по-другому. Для того и диалог. Главное, чтобы мы не убивались из-за того, что каждый будет доказывать свое мнение. Кто-то думает, что их убивает вакцина. Я думаю, что, допустим, вакцина не убивает, а наоборот спасает от болезней. И можно спросить у тех, кто уже переболел, как они считают. Многие часто на канале пишут, я переболел и я считаю теперь так. Они, наверное, все-таки более всего знают, как это, потому что они же переболели. Мы можем только гадать, но мы же еще не переболели. Вот. А те, кто переболел, они, наверное, знают, как там им лучше теперь вакцинироваться или не вакцинироваться. Есть люди, которые рассказывают, что они там детей не хотят вакцинировать, а у нас, к примеру, невакцинированных детей в школу не берут. Есть люди, которые говорят, что у них медицина плохая, что они не верят докторам, что доктора это все бездари, блин, что они все купили дипломы у дяди Васи за углом. А у нас в Аргентине, к примеру, докторам верят. Ну, просто верят. Тут у нас не ходят гадалкам, там, у нас не лечатся лопухами, у нас не лечатся народными средствами, у нас идут к врачу. Тем более, что если он сходит к бабке, бабка ему скажет, какой травой лысину натереть, и он полечится так, и у него что-то выскочит, он же бабку не засудит. Не засудит, потому что скажет, ну ты же сам дурак, ты же сам поперся и сам тер своей травой лысину. А если врач ему что-то не такой рецептик даст, и ему плохо станет, он быстренько побежит и в суд подаст на врача, на поликлинику, на всех подряд в этом мире. Так что тут еще вот такой шкурный вопрос. Плюс просто, ну как бы, общество вот воспитывалось так. Кто-то воспитывался на этом, а кто-то воспитывался на том, что доверяет врачам и ходит к врачам. В чем прикол? Это же не значит, я же вот не осуждаю этих людей, которые хотят лопухом лечиться. Да пожалуйста, господи, натритесь лопухом, долетитесь. Вот. Ну и они не должны осуждать меня за то, что я пошел к врачу и сделал, как говорят, обследование медицинское, что я узнал, какие у меня анализы, за то, что я пошел и привился, за то, что я делал до этого прививки от гриппа. Чем отличались прививки от гриппа, которые я делал каждый год последние 5 лет, от прививки от этой заразы? Чем? Да, я с детства меня кололи там против оспы, против всего, что у нас там в Советском Союзе кололи. И все ходили нормально, никто не орал, что ой, блин, нас прикололи, и мы все тут, блин, стали чипированными. Нет, а теперь почему-то все в этом понимают. Ну вот об этом я говорю, вот прямо исследователи. Так что, конечно, лечитесь вы чем хотите. Хотите прививайтесь, хотите не прививайтесь. Но просто, так как некоторые доказывают, что именно прививка убивает, а я просто выразил такое предположение. А вдруг убивает наоборот. Не прививка, а убивает вирус. Вот тогда что? Тут я привит. Ну, еще кинули второй раз не привит, потому что, ну, не привезли, не дают. Нам Россия пока не дает второй прививки. Первый привились, а второй просто нет. И таких 5 миллионов еще недопривитых, так сказать. А другие прививки дали, привезли. Вот снова сейчас привезли новые прививки. И снова народ дальше записываться. Вот, допустим, моя семья привита. А вот сына записали тоже на прививку. Мы у него спросили, это его решение. Он сказал, да, запишите меня тоже на прививку. Я пойду привьюсь. Ему там это самое, студент. Все, в чем прикол? Я же не беру за руки никого, не тяну с собой. Я показываю, да, у нас стоят очереди, да, у нас люди прививаются, да, у нас не привитых умерло 100 тысяч, привитых 100 тысяч не умерло. В принципе, пока что никто еще от прививки не умер. Ну и все. Это то, что я рассказал. Так что, а мнение у каждого должно быть свое обязательно. Я вот тоже, может, с этим, извиняюсь, Женей, миллион раз не согласен. Но мне, в принципе, как бы оно не мешает. Если будут у нас ходить тодосы, пускай себе ходят тодосы, лишь бы они жизни мешали. Да и все.
бегает кто-то с этим. Я просто немного прикалываюсь, конечно, это же интересные новости, интересные. Не у всех странах есть чем похвастаться, а у нас есть. Вот я рассказываю про Аргентину, вот сижу и хвастаюсь, что у нас теперь есть вот такое, а у вас нету. Вот. А насчет прививок я даже спорить не хочу. Не хотите, да не прививайтесь, кто вас заставит. У вас, я слышал, там Путин сказал, чтобы никого не заставляли прививаться. А кто не хочет, пускай не хочет. Это его дело, так что что тут. Но прямо доказывать всем, что именно не надо прививаться, а это вот хрень. Уже, честно говоря, потому что вы сами хотите, да и не прививайтесь. Но доказывать всем, что это убивает, что это то, что все. А примеры можете навести, где кого тут прививка-то поубивала? Убила она 100 тысяч населения, эта прививка? Нет. А просто так, да, убила. Вот и все, вот вам и все примеры. Каждый должен сам решать, для него хочет, идет, хочет, не идет. Я же не кричу себе, живите, прививайтесь. Я просто рассказываю, как у нас есть. У нас прививается. У нас в очередях за этим стоят. И рассказываю на своей семье. Я недопривитый, Света полностью привита. Николяс вот только разрешили 2 дня назад, это вчера, позавчера, тоже записали. Когда по очередь подойдет, тоже пойдет привьется. Все. И мы пока все живы, здоровы, никто из нас тут это, как говорят, Wi-Fi в голове не появился. Вот через рамку еще не ходил, чтобы посмотреть, звенит или не звенит в аэропорту. Пробовал сканировать телефоном. Вроде сканер не берет никого, чип не находит. Так что, знаете, это каждого личное. Мое мнение такое, ваше может быть отдельно другое, это же дело такое. Так все женщины одинаково содержать придется. Одной шубу всем шубы, одной бриллианты всем, иначе никак. Ну, с этим я согласен, конечно. Конечно, семья должна быть на равных, это да, я так и думаю. В многих странах, кстати, у которых разрешено многоженство, у них так и есть. Он обязан, как бы, ну, потому и не могут себе все позволить. Потому что дорого это, такое удовольствие. Так, в колбасе разбираемся хорошо, знаем, что все продукты сейчас гоммодифицированы, за вакцины тоже знаем. Ну вот и молодцы. Вас, Света, с дома выгонит, если вы станете Тодосом. Это точно. Ой. А вот говорят, что тут у моего мужа в Аргентине, в провинции в Корриентес, умер дядя 63 года, а в 3-й день после вакцинации у брата 79 умер после укольчика. Ну хорошо, и вот вам пример живой, и я провакцинировался. И, блин, вещаю каждый день, и не умер, и что? И Света провакцинировалась 2 вакцинами, и живая, здоровая, и не умерла, и что? И еще знаю кучу людей, которые провакцинировались, и ничего. И что? То есть всякое бывает. Наверное, может, срок пришел, может, человек бы и так умер. Может, реакция организма всякая тоже у людей бывает. Бывают осложнения всевозможные, но это же не показатель. Ну, хорошо, вот столько, ну, наедете. Кого больше умерло, вакцинированных или нет? Даже вообще спорить не хочу, неинтересно даже уже. Я не пропагандирую вакцины, мне за это никто не платит, я просто рассказываю о своей жизни. Наша жизнь такая. Мы ходим к врачам, мы сдаем анализы, мы лечимся не у бабок, а в официальной медицине. Мы вакцинируемся против гриппа, если есть зараза, вакцинируемся против заразы. И езжу на рыбалке и чувствую себя прекрасно. Нафиг мне это даже обсуждать, это глупняк, не хочу, если честно сказать. Так что вот так. А еще у нас заказали для учебы, ну, думал не говорить, но скажу. То есть сделали, знаете, конкурс, вот это, когда, ну, выбирает лучшую компанию, которая там вот делает что-то, да, ну, как вот называется этот конкурс. Ну, когда правительство объявляет конкурс на, допустим, выбирает лучшую компанию, которая там то ли дорогу построит, то ли то, то ли все, так вот у нас выбрали конкурс, объявило правительство, оно хочет закупить 10 тысяч деревянных, как же их обозвать, мужских органов. Вот. Семирифида, як у нас кажуть, то есть полужестких. Вот. Для того, чтобы в школах пораздавать
чтобы дети учились на них правильно ими пользоваться. В общем, нельзя эту тему так прямо рассказать, иначе я буду ржать, а потом еще скажу какой-то глупняк, и все начнут обижаться. В общем, на телеке последние 2 дня такой ржач стоит. Даже новостные каналы, они вот не могут удержаться. Я вот смотрел, один новости пытались рассказывать, и ведущий 2 типа пригласил специалистов, чтобы судить эту тему насчет вот этих деревянных мужских органов, которые хочет 10 тысяч закупить наше правительство. Вот. И этот самый, и они пытаются обсуждать, ведущий себя в руках сдерживает и пытается говорить правильно, и на экран показывает фотографии этих штучек, и начинает рассказывать их технические характеристики. А 2 мужика, которых позвали, один вот так вот закрылся, ржет, у него слезы с глаз идут, другой тоже не может успокоиться. Они не могут успокоиться, вот как только какую-то характеристику скажет насчет этого, и что там, и как из чего он должен состоять. Там такой ржач прет, блин. Ну, в общем, видите, а вы говорите, экономикой не занимается. Занимаются экономикой. Вот Тодесов придумали, вот закупят сейчас 10 тысяч этих штук, блин, да по школам развезут. Так что все окей, все у нас идет своим чередом. Мы хоть есть 1000 способов добиться счастья и быть интересным и жить весело. Так что у нас тоже добивается этого, живут весело, одним словом. Ну и что там мясо подорожало. Кому оно нафиг надо? У нас концерты какие по телеку можно посмотреть. Вот в чем прикол, они там мясо какое-то. Так что, вот. Что тут у нас еще есть? Так, а у нас сотрудники больниц половина с купленными ковид-кодами и на привитых смотрят как на нормальных. Это сами медики даже не скрывают вообще это дело каждого. Ну да, правильно, так и есть. А я и не спорю, я вчера разговаривал, не вчера, позавчера разговаривал с нашей докторшей, она с Украины. Вот. Так как она мне свое согласие не давала, я не буду называть кто до чего, но мы тоже разговорились насчет прививок. Все, она говорит, блин, какие, говорит, недоумки, посчитать не могу. Она здесь живет, она сама докторша с Украины. Говорит, тоже, вот я раньше, говорит, там в хирургии работала, и подружка осталась. И вот, говорит, перезваниваемся с ней. Так вот, подружка сказала, что у них там 50 докторов в их центре вот этом хирургическом. И говорит, все написали отказ от вакцинации, то есть написали, что под собственную ответственность они не хотят вакцинироваться. И говорит, это хирурги, и все 50 написали. У нас, говорит, я первая тут провакцинировалась, потому что я доктором работаю, мне с людьми работать и все остальное. И даже, говорит, записывалась на испытание вакцин здесь. Но меня не взяли, а просто потом, когда только начинались еще испытания, тут брали добровольцев. Так вот, украинская докторша, которая здесь работает, вот, она записывалась на то, чтобы даже испытывать на себе вакцину. И теперь ее не взяли, но потому что другие взяли. Но она провакцинировалась, а вакцина, и вся ее семья провакцинирована. И говорит, я не понимаю этого, вот, скажи, это только в бывшем Советском Союзе такое осталось. Ну, говорит, да, так и есть. Вот у меня, говорит, подружка в хирургическом центре, 50 докторов отказались от вакцинации. Ну и все. Ну, просто, вот вам я говорю, знаете, мы уже, ну, кто живет где-то не там, уже не понимаем друг друга в этом вопросе. Но это не значит, что это неправильно. Это правильно, так и должно быть. Я же говорю, он же идет, то и будет перенаселение. Потом, как вот справляться? Воды не будет, хлеба не будет. Африка и так уже, вон, блин, уся без этого. А в некоторых странах миллионеры, он летает, 28 или сколько миллионов заплатил, чтобы за 20 минут на шарике там в стратосферу подняться и опуститься. Лучше бы он дал деньги в Африку, эти 28 миллионов. Там, наверное, целую маленькую страну смог бы прокормить. И слона бы ему еще подарили. Но он потратил их на то, чтобы за 20 минут в стратосфере слетать и обратно вернуться. Так что тут, как говорят, это не поймут друг друга. Так что, если есть возможность не прививаться, конечно, не прививайтесь, нафига оно надо. Сходите, нюхайте полынь.
Это же ваше дело. У нас вон, моих друзей тоже, родители очень старенькие, после 70, все, вот первой вакциной привили, и второй нету пока что, но они довольны, сразу побежали, привились, вот уже им за 70, все, ждут, хоть радостно начали выходить в какую-то кафешку, то все, сейчас ожидают второй дозы, скажем так, потому что не прислали спутник В, вторую дозу нету. Соответственно, и ничего, вон, за 70, то есть они живут здесь, они бегут, прививаются. Ну, а кто не хочет, не хочет, это же дело такое. Я же не говорю, что все прямо так бегут. Вот вам простой пример рассказываю. Хирургический центр отказался от прививки. Ну, это его вопросы. Наверное, знает, что делает. Так что, видите, я даже поддержал вас. Так оно и есть. Ладно, бачу, забыли тему. Всех, блин, так прививка интересует. Даже не интересует вообще, что у нас документ можно получить новый. Даже нет бы, я думал, все скажут, ой, я хочу, и я хочу, и я поеду в Аргентину специально, чтобы получить такой прикольный документик. А так и нет. С прививками спорят. Так. Путин все свалил на работодателей, людей выгоняет с работ благодаря Путину. Не знаю, у нас вроде как не гоняет. Там может быть, там свои законы, там своя страна. У нас вроде никто никого из-за прививок не выгоняет. У нас люди бегут прививаться, потому что хотят привиться, а не потому что их тут кто-то заставляет. Пока что я на данный момент, не знаю, может что-то поменяется, но на данный момент тут в плане того ущемлений никаких нет, что вот я типа не хочу, не пойду, ну не хочешь, да не иди, кому ты вообще надо. Тут чем меньше ртов, тем лучше. Так что приходит имейл, если ты запишешься. То есть тут, в принципе, как это все вообще происходит. Допустим, меня интересует город Буэнос-Айрес, потому что я в нем живу. Я не знаю, как провинции, может как-то по-другому какой. Тем более у нас каждая провинция по-своему. У нас тут есть провинции, в которых до сих пор, скажем так, на мой взгляд, там вообще рабовладельческий строй. И мы все удивляемся, куда смотрит вообще наш президент и все остальные, что в одной провинции могут закрыть людей, голодом морить, потому что считают, что они ковидом заболели, там закрыли их, забыли нафиг в каком-то сарае. То есть это вообще там рабовладельческий еще строй. Там некоторые женщины бегают в горы, прячутся от своего правительства провинции. Так что мы обсудим только Буэнос-Айрес. В Буэнос-Айресе это так происходит. Допустим, там правительство Буэнос-Айреса получило определенное количество вакцин. Оно пишет, что, допустим, с завтрашнего дня на странице правительства Буэнос-Айреса, городской странице, можно записаться на прививку людям там после, там, не знаю, после такого-то возраста, допустим, там, после 50, потом было после 40, потом было после этого. Сейчас вот после 18 или после 20 последнее объявление было. То есть вам просто дается объявление, что вот таким людям можно записываться, кто хочет. Кто хочет, заходит на страницу, заполняет. Я такой-то, такой-то, типа, блин, там это самое, номер документа у меня такой, я хочу. И это, как бы регистрируется база данных такая, что он хочет. После этого приходит имейл, на который он там оставил же имейл для контакта, что вы можете уже прийти, выбрать там себе число, место, где вы хотите, было мест много, там, допустим, стадион Ривер, там, Рураль, еще там где-то госпиталь такой-то. И там онлайн выбираешь число и место, когда ты хочешь прийти, и чтобы сделать эту, типа, вакцину. И вот кто из тех, кто записался и хочет, он еще раз пишет, что он придет типа там на 8 часов утра в такое-то место и все. А приходят, они на списке смотрят, а точно ты в списке на сегодня на такое-то. Хочешь, иди вакцинируйся. Не хочешь, можешь и первый раз не записываться, второй раз можешь не записываться, можешь не идти, можешь не подтверждать. За это вообще никому ничего нет. Так что это все просто, как бы по барабану всем, скажем честно. Может, потому там люди упираются в вас, что их там пытаются заманить, заставить, и они думают, нет, тут какая-то шоколадка, тут какой-то подвох, раз нас заманивает, раз нам то обещают и то, значит, тут какой-то есть подвох, значит, что-то тут плохое, иначе чего нам обещали. Может и так. У нас, честно говоря, всем просто по барабану. У нас каждый ищет, где только может. У нас поуезжали
в Америку, чтобы повакцинироваться, а их теперь назад не пускают. А один говорит, я, говорит, поехал ребенка прооперировать, теперь назад не пускают. Сказали, типа, ты в отпуск поехал, гуляй там. Нас за границу, у кого есть деньги, за границу полететь, летят там. Которые, все правительство, которые приближенные, сначала было у нас целый скандал, был из-за этого, выгнали министра здравоохранения, бывшего нашего, выгнали у нас же новый, вот месяц или 2 месяца назад выгнали министра здравоохранения из-за того, что он организовал, ну не то, что он организовал, но он знал и не закрыл подпольные эти вакунатории, подпольные центры, где вакцину давали для своих. То есть для приближенных к правительству. Он пооткрывал частные центрики, куда ту вакцину спулил, и свои все приближенные поприбегали и быстренько там всех к правительству повакцинировались. И подружки, друзья, кумы, сваты, все туда. И за этот скандал, что типа не по очереди, как бы там тем чуть и в суд подавали, и все такое, там чуть не судилище было за это дело. То есть я к тому, что народ смотрит, думает, нифига себе, они вон без очереди втихаря бегают, вакцинируются, а мы что, дураки что ли? И тоже начали искать, где провакцинироваться. А тут никто никого не тянет, тут по барабану не хочет, да 100 лет ты кому нужен? Кому ты вообще нафиг нужен со своей вакциной? Не хочешь, не иди. Тут вообще никто никого никуда не прет, блин. Тем более ее почти нет, ее еще закупать надо. У нас бы, если бы никто не пошел, наши бы только радовались от этого, блин. Они тянут, чтобы там предлагали какие-то плюшки за это. Кому и надо, блин, с вашей вакцины в Аргентине. Вот. И Ирина Клевцова, Бубновский сегодня в Инстаграме призвал вакцинироваться, прямо сказал, что его принудили, припугнули. У колодца флаг в руки, землю нужно очистить. Путин бессмертный, если бы о нас заботился, то вакцины не были принудительными. О, я что и кажу. Вот. Скажите, а вы в Аргентине знаете лично кого-то таких вот оно? Нет, лично я не знаком. Нет, не знаком. Я знаю, ну, которых нам по телеку показывают, допустим, там парочки, которые там поженились, там знаменитые, особенно те первые пары, которых там президент вручал свидетельство о браке, то, конечно, их там на глаза показывают, там парочку мужчин, парочку женщин. Знаю, что такие люди есть в нашем доме. Сейчас нету, а вот как-то много лет жили тоже пара мужчин между собой, но они всегда выходили в костюмах, галстуках на работу, там с дипломатами, то есть они никак себя не выдавали, кроме того, что мы просто знаем, что они живут вдвоем, ну и все, но никаких на них там не было цветных, як то кажут, шортиков там или еще чему-нибудь, они там не держались за ручки, не чмокались, то есть просто люди знали, что живут там два, но это тоже не оно, это же как бы два мужчины, которые живут друг с другом. Бывает, изредка можно увидеть на улице каких-то двух девчонок, которые идут, держатся за ручки. Ну, в принципе, незаметно в городе, вот как бы вот этих, которые оно. Ну, можно, ну, оно вообще, я не знаю, как бы не видно. Ну, кроме некоторых, как говорят, публичных личностей, которые публично показывают по телеку и все такое. А так вот в городе не видать такого. Вот. Лично я не встречал, я вот рассказал, лично я именно встречал, да, я видел этих, которые двух мужчин, которые жили в нашем, ну их можно назвать мужчинами, которые жили вместе в одной квартире в нашем доме, все. А, еще одного знаю, но он тоже мужик, до него там это вечно какой-то мужик у него тоже жил. Ну и все, двух, вру, одного еще знаю, бывшего украинца, да. Точно, он уже тоже в возрасте. Все, больше я не видел. Один на меня посягался. Как-то я пошел компьютер ремонтировать, а он оказался тоже любитель мужчин. И он все время, пока я ремонтировал компьютер, у него там все завешена вся комната вот этими фотками, там со всякими гениталиями, как их назвать, со всякими своими фотками, там вся комната обвешена. Я как понял, куда попал, думаю, ладно, побыстрее надо что-то тут отремонтировать и свалить. И он все время на меня, вау,
ты такой высокий, ты такой то, ты такой сё. Я думаю, мужик, лучше ты мне это не говори. Лучше ты ко мне не залетяйся. В общем, больше я туда не ходил после того, как узнал, что за прикольный чувак, который меня вызвал. Да и все, вот лично мне, как меня спросили, ты лично? Лично я больше никого не видал. Сколько их насчитал? Человека 4. За все время, что я здесь живу, я встречал. Больше никого. Да и то это не оно. Это просто, ну, эти уже, которые как бы считают себя другим полом или хотят мальчик с мальчиком, девочка с девочкой. А тут именно указано про тех, которые не знают, кто они есть. И не знают, с кем они хотят. Это разные вещи. Так. Посмотрите программу шоу Тинели. Там 90% танцует оно. Вы еще не забывайте, что артисты, они артисты. Артистам надо такие всякие фокусы, скандальчики, такие вот, как говорят, штучки показывать, выдвигаться и все. Так что да, конечно, их туда и набирают, потому что там они и привлекают. Что тут такого? Вот. Это обычное явление. Артисты, они играют на публику. Может, они в жизни немного и не такие, а там просто это пользуется спросом. А если согласиться стать оно, то что гражданство дадут, сколько нужно прожить? Так я думаю, это не касается, ну, как бы гражданства, там ничего. Это просто для своих сделано, чтобы они были счастливыми. Вот и все, чтобы они могли показать документы, тыхнуть в нос и сказать, я есть этот. И все, тут никакого, как говорят, отношения там к выдаче гражданства нет. Ладно, народ, мне пора уезжать, так что всем пока. Больших и вам этих хороших будущих выходных. Всем пока.